Привет, друзья! Сегодня поделюсь с вами еще одним рецептом творожного кулича без дрожжей. В комментариях вы часто спрашиваете, можно ли сливочное масло заменить на растительное. И в этом рецепте вы найдете ответ, так как сегодня у нас кулич на подсолнечном масле. Вкусный, влажный, ароматный, и процесс приготовления очень простой и быстрый. В миску вливаю 3 яйца и слегка их взбиваю миксером. В 3 приема всыпаю сахар, каждый раз хорошо перемешивая. Взбиваем яйца с сахаром около 5 минут до пышной светлой массы. Не переставая взбивать, тоненькой струйкой вливаю подсолнечное масло. На средней скорости перемешиваю еще примерно минуту. Теперь в 2 приема добавляю творог. Творог должен быть сухим, однородным и желательно жирным. У меня жирность 10%. Затем в массу добавляю по щепотке соды, соли и ванилина и по желанию куркуму и кардамон для аромата. Также для вкуса и аромата в тесто советую добавить цедру лимона. С лимона снимаем самый верхний тоненький слой. И все слегка перемешиваю миксером буквально полминутки. Всыпаю немного просеянной муки, разрыхлитель и аккуратно перемешиваю венчиком. И сейчас добавляю изюм. Изюм нужно хорошо вымыть и высушить. Вместо изюма, конечно же, можно взять и другие сухофрукты или цукаты. Постепенно всыпая оставшуюся муку, замешиваю тесто. Получается тесто вот такой консистенции. Оно липкое и достаточно густое. Бумажные формы для выпечки смазываю подсолнечным маслом. Заполняю формы тестом примерно наполовину. Я использую весы, чтобы после выпечки все куличи были одинакового размера. Размеры форм и количество теста на каждую формочку я укажу в описании под видео. И теперь лопаткой или ложкой, смазанной растительным маслом, разравниваю поверхность. Переставляю формы с тестом на противень и выпекаю в хорошо разогретой до 180 градусов духовки примерно 40 минут. И по желанию можно снять бумажные формы.
И приготовлю самую простую глазурь. К сахарной пудре вливаю постепенно несколько ложек молока. Перемешиваю и смотрю на консистенцию. Масса получается довольно густой. Затем глазурь нужно прогреть. Отправляю ее либо в микроволновку на секунд 15, либо на водяную баню на минуту. Глазурь станет более жидкой, ей легче покрывать куличи, и на куличах она будет застывать очень быстро. Сразу же после нанесения глазури украшаю сахарной посыпкой. Если замешкаться, то глазурь застынет и посыпка уже не будет прилипать. Всем советую эту глазурь, не нужно возиться с белками или с желатином. Глазурь быстрая, не липнет и не крошится. Давайте же разрежем наш куличик и посмотрим, какой он внутри. Идеально пропекся, кулич пористый, влажный и не сухой. Куличи сладкие, вкусные и ароматные. Вкуснейшие быстрые куличи без дрожжей и сливочного масла. Друзья, всех с наступающим светлым праздником Пасхи! Всего вам самого доброго и до встречи в новых видео!